О чем говорит его поведение на первом свидании? Это вопрос, который женщины часто задают, и обычно здесь какая цель? Как понять, желательно, чтобы это было что-то такое вроде как научно доказанное, по каким-то первым движениям мужчины, по его каким-то первым, не знаю, каким-то действиям, что вот он точно как бы серьезно настроен и все будет хорошо в отношениях. Или как сразу понять по каким-то его действиям, что это какой-то вообще жутчайший какой-то нарцисс-абьюзер и точно не стоит на него тратить время. Ну, желание получить такие железобетонные гарантии с самого начала отношения, это желание можно понять, но надо также понимать, что для того, чтобы выстроить любые отношения, сколь бы то ни было вообще серьезные, нам приходится туда инвестировать свое время, свои, ну, не знаю, внимание, свою эмоциональность. То есть мы обречены на какие-то эмоциональные переживания, если мы сближаемся с другим человеком. И, ну, это такой факт. Но, тем не менее, все-таки есть определенные такие маркеры, определенные значки, на которые стоит обращать внимание в самом начале. Ну, в начале все равно ты же человека изучаешь. Так вот, в этом видео мы поговорим о том, на что стоит обращать внимание и как поведение мужчины на первом свидании может говорить о том, ну, куда эти отношения могут дальше пойти. В сторону каких-то стабильных, счастливых, веселых, радостных или в сторону каких-то, не знаю, страданий там, и взаимных каких-то мучений. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о том, как по поведению мужчины на первом свидании вообще можно сделать какие-то выводы и какие это отношения будут в дальнейшем. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая вещь, на которую стоит обратить внимание, это, собственно, куда мужчина вас приглашает. Это очень важно, вот преконтакт. Вы его еще не видели, но у вас уже есть какие-то предварительные договоренности, куда он вас приглашает. Если вы понимаете, что он вас приглашает в какую-то кафешку, в которую вы так как бы в обычной жизни в такого уровня кафешки как бы и не ходите, это находится где-то недалеко от его работы, и приглашает он вас в будний день, вот где-то после своей работы, то означает, что он не очень как-то готов вкладываться в эти отношения. То есть он собирается по дороге с работы домой как бы зайти, посидеть с вами, поболтать. Или, скажем, он вас приглашает куда-нибудь в парк, но не когда, знаете, там осенью эти вот листья падают и красивые тропинки, а это зима, холодно, дует, там никого нет, вот пойдем погуляем, просто с тобой пообщаемся. Или там приглашает куда-нибудь к себе на квартиру, а вы думаете, ну как бы с какого это перепуга я поеду на квартиру к незнакомому человеку. Иногда женщины совершают такую ошибку, как бы изначально вот вроде бы как мужчина сходу понравился, какие-то несколько его было сообщений, ну как будто бы вроде он уже как-то он симпатичен, и когда мужчина делает такое вот предложение, давай встретимся вот, ну где-то, я не знаю, там в Чебуречной на рынке, ну как будто бы вот, ну ладно уж, может он просто не знает мест, ну как будто бы я ему как будто бы прощаю заранее. Вот сходу нужно, вот когда вы еще даже не встретились и только переговариваетесь, отстаивать свою позицию и, собственно, ну, смотреть, насколько человек договороспособен. То есть, если вы не хотите ходить там по холоду, по ветругану, по этому темному парку, хотите зайти куда-нибудь, ну я не знаю, куда вы там хотите, в какую-нибудь кофейню, ну вот напишите, как он на это отреагирует. Если он податливый и пластичный, то может быть, да, действительно, он просто, ну как бы не очень романтичен, он не знает, куда пригласить, просто женщина нравится, он сам любит там по этому парку в одиночестве ходить, туда вас и тащит. И, соответственно, если вы ему предлагаете, давай какое-нибудь повеселее, какое-то место, ну да, конечно, пойдем, ну вот есть пластичность, есть готовность договариваться, есть готовность как-то вот слышать вас и сближаться с вами. Если он говорит, нет, я хочу пойти в парк, потому что в кафешке ходят только там идиоты, или начинает что-нибудь такое задвигать, что это меркантильные женщины тащат постоянно мужчин в всякие рестораны, чтобы развести их на деньги, а мы с тобой будем ходить по парку, и там ты покажешь свою истинную сущность, нужен ли тебе я, либо тебе нужны ли мои деньги, ну какую-то такую бредятину. Тут тогда, ну как бы сразу исходите из того, что ну, человек вас не слышит, и договариваться с ним, ну как минимум уже сейчас у вас не получается. Вторая вещь – это внешность и поведение мужчины, собственно, как он ведет себя на первом свидании. Ну, не зря говорят, что встречают по одежке. Дело в том, что вначале, когда мы сближаемся с другим человеком, если нам хоть сколько-то вообще важны вот эти вот отношения предстоящие, мы волнуемся, уровень тревоги у нас повышается, и мы как будто бы ведем себя, ну, получше. Мы показываем себя с лучшей какой-то возможной стороны. Потому что так и бывает, что женщина идет на свидание и рассказывает потом. Я пошла на первое свидание, я там сходила на маникюр, там, не знаю, как-то подготовилась, купила себе новую какой-то, не знаю, там, лак, духи, ну, что-то там, в общем, короче, было много всяких подготовок таких женских, вот, я пришла, а он пришел, такое ощущение, вот, как вот мама его там в 6 лет в садик как отправила, он так и ходит, какой-то весь помятый, как встал, вот это вот, так водичкой попрызгался, вот такой вот, на голове непонятно что, какой-то небритый, потому что где-то что-то слышал про какую-то там
трехдневную небритость и думать, что я, в принципе, и так себе нравлюсь. И вот оно пришло какое-то все мятое в черном, в каком-то выгоревшем там. Если это лучшая версия этого мужчины, который он вам демонстрирует, то как бы что вас ждет дальше? То же самое и если говорить о там, его общих таком, манерах, так сказать. То есть если он там, ну, скажем, разговаривает и там вставляет «бля» через каждые два слова, так вот для связки, так сказать, для яркости речи матерится он. Вам это неприятно, вы, скажем, ему об этом говорите, а он как будто бы не слышит. Или там он пришел с легким запахом алкоголя, или с сильным запахом сигарет, там, или что-нибудь там, я не знаю, что такое. Или там, скажем, опоздал. Ну, то есть поведение другого человека имеет значение больше, опять же, не в статике, а в динамике. То есть если вы, скажем, мужчине говорите, что мне как-то неприятно, там, что ты материшься, он: ой, извини, пожалуйста, я что-то так просто, в последнее время у меня такой круг общения, там как-то это дело незаметно. Хорошо, я понимаю. То вот, вы с ним договариваетесь, ваши отношения начинают выстраиваться. Если вы ему говорите, что вам что-то не нравится, он говорит типа, условно, там, принимай меня таким, какой я есть, я сам от тебя кайфую, значит, вы не можете с ним договориться. Вот сходу уже у вас как бы дело не заладилось. Третья вещь, на которую стоит обратить внимание, это какие-то такие придирки, замечания, какая-то категоричность. Такое бывает у людей, в частности у мужчин, что когда вот мужчина волнуется, он для того, чтобы как-то скрыть свое волнение, начинает, знаете, лучшая защита нападения. То есть он волнуется, чтобы меньше волноваться, чтобы повысить свою уверенность, начинает придираться, начинает показывать, что я вот такой самоуверенный, что могу себе позволить там, не знаю, заявить, что я вот могу заявить женщине, что, слушай, чуть у тебя там корни не прокрашены, или там, не знаю, что-то ты какая-то, у тебя вид уставший, или там, ой, слушай, ты на фотографии как-то лучше, по-моему, ты как-то, не знаю, в жизни полнее выглядишь. То есть иногда бывает, что мужчины так, не знаю, по-хамски, если так литературно говорить, ведут себя, потому что таким образом, как будто бы, они свою неуверенность, свою какую-то такую вот, не знаю, тревогу как-то компенсируют через вот такую вот вроде бы браваду и бахвальство такое, не бахвальство, а наглость. Вот. Но это такой вопрос, как сказать, за спрос денег не берут. Мужчина может себе позволить так себя вести, если он хочет таким образом выстраивать отношения. Но вопрос в том, что женщины иногда это как-то вроде бы съедают, потому что женщина опять же тоже волнуется, а это нормально. На первом свидании уровень тревоги у нормальных живых людей, если нормально все как бы с контактом со своими эмоциями, он повышенный. Так вот бывает, что женщина волнуется, и вот это все какую-то наглость, такую какую-то такую вот, собственно, такое недружественное отношение воспринимает как мужскую силу, уверенность, и, скажем, она просто не может отстоять свои границы и сказать там типа, что мне вообще неприятно, чтобы ты обсуждал мою внешность на первом свидании. Вот. Если это не получается, то бывает, что женщина думает, ладно, дальше посмотрим, вроде хоть какой-никакой мужчинка есть все-таки. Вот опять же, это приводит к тому, что женщина может иногда, просто обращайте на это внимание, собственно, потакать тому, чтобы отношения заходили туда, куда оно вам не надо, чтобы они заходили. То есть в какое-то такое отношение, где есть мужчина, который вас не уважает, а вы рядом с ним все пытаетесь как-то заслужить, услужить его внимание, какое-то расположение. Четвертое – это разговоры о прошлых отношениях. Опять же, нужны они, не нужны, такое дело. И с одной стороны, если как бы мужчине не 15 лет, то, скорее всего, у него уже были отношения. Возможно, он там был женат, возможно, дети есть, там еще чего-то. Или, например, он, может быть, переживает какой-то там тяжелый развод или недавно пережил. И опять же, если об этом не говорить, это будет как такой слон в комнате. То есть вроде как оно чувствуется, что что-то есть, но вот оно не проговаривается. С другой стороны, если мужчина только болтает что о своих вот этих вот каких-то бывших отношениях, то может быть такая ситуация, что у тебя возникнет чувство, от чего я вообще сюда пришла. Потому что есть я, есть он, и есть какая-то его бывшая, которую он говорит, а поскольку он говорит в режиме такого монолога, то меня как бы вообще здесь нет. Я зрительница, наблюдаю за этой вообще ненужной мне драматической историей двух людей. Его и его этой бывшей, о которой он говорит. Как несуществующий человек. Поэтому тут такое дело. Если это взрослый мужчина, который понимает, что с ним происходит, он может вкратце там в общих словах там накидать, что, я, например, развелся 3 года назад, там вот есть дети, скажем, там вот отношения поддерживаем там только по детям, или еще что-то такое. Если он начинает очень много говорить гадости о своей бывшей женщине, это говорит о том, что он не принимает ответственность за то, что было в их отношениях. То есть она меня бросила, она так себя вела, она изменила, нашла себе другого, а ты тогда что? Непонятно. То есть он об этом не говорит. Либо если он очень много хорошего говорит, что вот была мы там женщина, мы с ней расстались, но ей так благодарен, она такая классная, такая замечательная. Значит, как-то он с ней еще не завершился, видимо, внутренне. И, соответственно, в этих отношениях вас, пока что, если и будет, то будет 3. И тебе оно вообще надо такое.
Я, собственно, по этому поводу провожу курс про отношения. Это курс, где мы говорим о том, как выйти из разрушительных отношений, как после этих отношений восстановиться, потому что часто бывает так, что человек находится в отношениях, эти отношения ему не нравятся, он каким-то образом из них выходит, и вроде бы как они остались в прошлом, но на самом деле психологически они все еще актуальны. И это вызывает очень много проблем, когда человек идет в следующие отношения и выстраивая отношения вроде бы как с новым партнером, о котором он еще ничего не знает, он привносит очень много своих вот этих травм из прошлых отношений. Ну, грубо говоря, мужчина знакомится с женщиной, а относится к ней с той вот какой-то нереализованной злостью и агрессией, которая была не отреагирована, не выражена в тех отношениях. Ну или, скажем, наоборот, это может быть женщина, которая выходит из отношений и в новых отношениях с мужчиной ведет себя с этим новым мужчиной, как будто бы немножко как вот с тем старым. Поэтому очень важно, особенно в отношении вот с людьми с нарциссическими чертами, там вот эти разного рода абьюзеры, психопаты, ты когда выходишь из таких отношений, эту травму нужно закрыть в себе, потому что иначе ты с ней будешь дальше идти, как этот вот, иначе у тебя будет такой, как типа синдром Рэмбо, что ты типа в любые отношения входишь, так сказать, с пулеметом наперевес. Ссылка на курс есть под этим видео, можете посмотреть, почитать общую информацию, а анонсы о запуске новых потоков я делаю в своих соцсетях, там в Инстаграме, в Фейсбуке, смотрите, там, в принципе, можете задать мне любой вопрос. Пятая важная вещь, это на первом свидании нужно примерно понять, есть ли у вас какие-то интересы, которые взаимоисключающие, либо какие-то совпадающие, чтобы примерно понимать, по поводу чего вы будете дальше дружить. Потому что бывает так, что женщина видит мужчину, мужчина симпатичен, мужчина ведет себя обходительно, вот чувствуется такое какое-то любовное, внимательное отношение с его стороны, чувствуется уже какое-то такое начинающееся вот это чувство приятного такого слияния, мужчина женщине приятен. Но оказывается, что, предположим, он врач, и он работает в будни, и в выходные он дежурит, и он еще там какое-то у него есть заведование, там где-то подработки. И в принципе, вот он очень много работает, зарабатывает хорошо, но вот встречаться вы пока можете, скажем, раз в 2 недели. Или, скажем, пускай 1 раз в неделю, но недолго. А у вас такой образ жизни, к которому вы очень долго шли, что вы по выходным не работаете вообще, по будням вы тоже, у вас есть достаточно свободного времени для того, чтобы уделять время себе, и еще вы достаточно часто там можете так на недельку, на 2 куда-нибудь поехать в отпуск. То есть это образ жизни, к которому вы долго шли и в котором вам комфортно. И вы понимаете, что если вы будете дальше с этим мужчиной сближаться, то вот у вас уже заложен конфликт. Потому что для него его образ жизни так же важен, как для вас ваш образ жизни, и как вы об этом договоритесь. На первом свидании можно немножко как-то прощупать, насколько вообще, есть ли какие-то точки, где вы можете договориться, точки для компромиссов. Или, предположим, у вас есть какие-нибудь такие, знаете, интересы, что у мужчины интерес, что он там подбухивает, скажем, через день, там, или каждый день чуть-чуть выпивает пиво, а у вас какая-то такая история, там, скажем, ваш там отец пил там, или брат кто-то там, или я не знаю, или предыдущий какой-то мужчина, для вас алкоголь это такая красная вообще тряпка, и вы это вообще не воспринимаете. Опять же, вы это как если обсуждаете или примерно как-то прощупываете, есть ли здесь возможность какого-то взаимного компромисса? Насколько вы можете это принять? Что такое должно вообще произойти в жизни, чтобы вы это приняли? И насколько он может от этого отказаться? И, например, если вы про него немножко разузнали, что он живет так давно, там, со студенческих времен. То есть, какова вероятность, что он резко поменяется? 6-я вещь, на которую стоит обратить внимание, это лавбомбинг. Грубо говоря, так литературно, если говорить, это лесть. То есть, если вы получаете от мужчины большое количество комплиментов, которые такие грандиозного масштаба, они по сути незаслуженные, когда там мужчина говорит, что ты самая лучшая, самая красивая, это там ладно еще, но ты еще такая чуткая личность, я прям чувствую, насколько ты эмоциональна, откуда ты это можешь знать? Ты меня видишь 5 минут, как ты можешь такие вещи обо мне говорить? Понимаете? То есть нужно включать какую-то критику, интуицию и понимать, что вот этот лавбомбинг, а мои постоянные зрители знают, что я часто об этом говорю, это первая стадия отношений с нарциссом. Нарцисс в самом начале заваливает женщину, если это мужчина-нарцисс, с вот этими комплиментами, бомбардирует ее любовью, что ли, признаками любви, для того, чтобы как-то сформировалась эмоциональная привязка. Особенно если у женщины сфера отношений как-то в последнее время была, в тени, она занималась там, работой, материнством, может, там, переездом, там, разводилась там, с предыдущим каким-то мужем своим, там, с адвокатами занималась. То есть немножко так обделена была мужской любовью, мужским вниманием, и вот тут вдруг появляется какой-то красавец, и начинает все звезды со всего неба и дарю тебе, там самое лучшее, у нас все будет хорошо и так далее. Нужно все-таки как-то критично к этому относиться, не быть этой вороной с сыром, так сказать, как в этой басне, и как-то, включать критику. Если мужчина вам льстит, то он какие-то свои интересы тут преследует, и, скорее всего, это интересы против ваших направленные.
Если вы понимаете, что вы находитесь в отношениях, и вам сложно понять, что, собственно, происходит, скажем, вы женщина, и вот мужчина подает сигналы, которые вам сложно так однозначно оценить, вроде вас к нему и тянет, и, не знаю, как будто бы что-то вас останавливает, вы можете записаться ко мне на консультацию, мы совсем разберемся. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, мне пишите личное сообщение, мы с вами там договариваемся. Потому что иногда просто нужно посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Нужно выработать способность такой рефлексии, то есть смотреть на себя, но как будто бы ты смотришь на себя со стороны, чтобы вы могли понимать, какие у вас на самом деле мотивы, какие у вас интересы, что вы чувствуете, какие возможные интересы и мотивы есть у мужчины, чтобы как-то двигаться дальше. Часто бывает так, что достаточно долго этот первый период длится, женщина вот вроде бы с мужчиной как бы встречается, но никак не может принять решение, идти дальше в отношения или вроде бы уходить. И вот это вот состояние такого напряжения, когда ты долго не принимаешь решения, ты тратишь время, мужчина там с той стороны тоже как бы не понимает, что происходит. Это часто приводит к тому, что в конце концов женщина выходит из этих отношений с кучей сожалений и непонимания того, правильно ли она поступила, с каким-то нервным истощением, и, соответственно, она не получает те отношения, которые вроде бы очень сильно хотела. Поэтому бывает важно обратиться вовремя к специалисту, чтобы как бы с этой мертвой точки сойти и как-то это дело провернулось дальше, чтобы это не были одни и те же грабли, на которые ты постоянно наступаешь. Я попрошу женщин написать в комментариях, на что вы, собственно, лично обращаете внимание на первом свидании. Может, у вас есть какие-то лайфхаки, какие-то такие вещи, которые когда в мужчине замечаете, все дальше для вас эта история окончена. Или наоборот, какие-то вещи, которые вас обнадеживают, что если мужчина, скажем, не знаю, грубо говоря, пришел с цветами на первое свидание, точно человек хороший, предположим, или что-то свое напишите. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк, я буду вам благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.